Топ-5 мини-ПК. Ультрабюджетных для работы, учебы, развлечений, для дома. Короче, на канале Технозон на лето 2025, ориентировочно до $200, хотя будет дешевле. Так что поехали. Ну а вообще, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео. И, конечно же, ссылки на всех проверенных продавцов, а если есть у нас и обзоры на эти мини-ПК, они есть на многие, лежат в описании под видео. И там же лежат еще и купоны. Купоны, вы спросите, я вам скажу, те, кто закупается на aliexpress.com, они знают, что у нас есть канал, и мы зачастую под видео публикуем купоны, которые позволяют огромную экономию делать, скажем так. Но вы сейчас видите Firebat MN56, он $418, и я вам сейчас объясню логику. Он здесь стоит, он не входит в топ, он просто стоит для адептов именно Ryzen 7840, либо 8745HS. И объясню, вот если хотите во что-то играть более-менее серьезное на каких-то минимальных или минимально-средних настройках, по типу, например, в PUBG тут на средних можно играть, то вот покупайте, вот это вот ваш бюджет, он начинается от $400. Это вот я вам это должен был сказать. И этот мини-ПК идет во вне топ. В принципе, меня сейчас 7840 не интересует, потому что до $200 его не возьмешь. К сожалению, как и, допустим, 8745, такие мини-ПК покупать действительно тяжело. А вот что можно взять? А вот на 5-м месте у нас уже давно знаменитый и знакомый нам на N97 мини-ПК. Вот он называется у нас просто N97. Вообще-то это у нас S1 от разных фирм, потому что как S1 он производился у разных, вернее, он производится у одного OEM производителя для разных брендов. И Ace Magic у нас был S1. И тот же самый The Box его делает S1. Но чем он примечательный? N97. И почему он на 5-м месте? И почему вообще не N150, например, я вам объясню. Дело в том, что N100, там, N50, вот эти вот N95, N100, это все мини-ПК, которые, они ультра энергоэффективные, там, по-моему, TDP 6 Вт уже, просто-напросто не помню, напомните мне, в комментариях можете меня тыцнуть там и написать, сколько там TDP. А вот N97 он был поинтереснее, потому что тут TDP 15 Вт, хотя заявляют 25, не видел я там 25, и плюс здесь частота до 3,6 ГГц. Можно, в принципе, без рама взять за $126, но вот он 5-е место, потому что, в принципе, мне этот форм-фактор понравился, с экранчиком, я его тестировал, делал даже обзор когда-то, правда, в исполнении Ace Magic, и он, действительно неплохо работает в плане браузинг, в плане, допустим, каких-то там игр по типу Hearthstone, какие-то World of Tanks Blitz и подобное можно поиграть, даже в World of Tanks стандартный можно поиграть на каких-то средне-минимальных настройках, но не стоит от него ожидать чудес. Конечно же, у него есть даже кэш 3-го уровня, 6 мегабайт, а здесь вот даже и сравнение, вот видите, N97, 4 ядра, 4 потока на Intel UHD Graphics, и в принципе он себя неплохо показал, стал любимчиком, но вот есть проблема. Тут одноканальная DDR4 память, хотя можно было засунуть два M2 диска, один NVMe, другой SATA, и Wi-Fi 6 там даже стоял с 1000 мегабитными ланами. Все вроде бы хорошо, чинно, благородно, все хорошо работало. В принципе, все подробности в описании под видео, и, вернее, в нашем обзорчике можете глянуть, но для офиса очень даже неплохо. Тягал у меня спокойно 1080p 60 Гц ютубчик, это так, чтобы без проблем, хотя и 4К по идее должен таскать, но 4К фильмы он таскал 24-кадровые. В ютубе у меня были некоторые дропы. Неплох для работы можно брать, но дорого, я сразу говорю дорого, потому что на 4-м месте за такие деньги, допустим, там без памяти и без диска можно за $158 взять Ryzen 5 4500U, 6 ядер, 6 потоков, до 4 ГГц, TDP 15 Вт, с DDR4, там уже можно даже сделать двухканальную память. Ничего себе, скажете вы.
Вроде бы все так хорошо, но почему же он на 4-м месте? Потому что есть тоже варианты поинтереснее. Но комп неплох, мне тоже понравился. Богатый набор интерфейсов, включая Type-C. Мультиоконность, да, которая, вернее, мультимониторинг, который можно тут сделать. Тут есть у нас и HDMI, и DisplayPort, и вот 4 дисплея, как они говорят, до 4К можно сделать. Но вот не вижу смысла ставить 4 дисплея по 4К, потому что отрабатывать это все будет достаточно тяжело. А вот двухканальная память DDR4 3200 до 64 гигабайта очень даже неплохо выходит. И вот мы видим, кстати, один LAN, что в принципе для таких компов это является каким-то минимумом, но в принципе он действительно был неплох. С Wi-Fi 6, но дороговат. Дороговат, потому что, допустим, версию там 16 на 256 уже там 196 баксов. А если говорить уже там 16 на 512, то это уже перепрыгивало за 213 баксов. Я понимаю, что с нашим купоном можно взять дешевле, но все равно дороговато за Ryzen 5 4500U. Для трейдеров, у меня, кстати, трейдеры очень часто спрашивали, покупали такие компы, в принципе, я по наитию вот некоторых трейдеров выбрал, есть отзывы у меня реальные, я делал на него тоже обзор, на Ryzen 3 4300U, да, он не такой мощный, но 16 на 512 можно взять с NVMe диском, на секундочку, это не SATA диск, а NVMe диск, на 4-мониторинговую систему с 2 LAN-портами по 2,5 гигабита. И это уже более профессиональное решение, хотя и процессор не такой мощный. Но учитывая то, что мы здесь это берем не для игр, а берем для конкретно каких-то целей, то мы с вами понимаем, здесь, кстати, PCI-Express 3, X4 для M2 стоит, и то есть можно сюда NVMe диск тулить и 4 монитора подключить. То это уже более профессиональное решение, действительно там для какого-то трейдинга, когда для чего 2 LAN-порта, 2 провайдера. 2 провайдера для того, чтобы не потерять, допустим, Connect, да, то есть вы можете хоть 3 завести, там еще и Wi-Fi на третий подвесить, что если отрубились ланы, Wi-Fi подхватится. Такое тоже можно реализовать при желании. Это можно агрегировать, ну, если никто не знает, то в Индия, допустим, 11 можно агрегировать 2 лана в 5-гигабитный порт, скажем так, ну, тут проц для этого слабоват, вы там не получите 5 гигабит ни при каком раскладе, это с учетом того, что у вас роутер должен поддерживать протокол 802.3 AD, плюс он тоже должен это сагрегировать, и еще у вас должны быть более чем 2,5 гигабита провайдер. То есть, ну, такое себе дело. Но неплохо. Диски работают на пределах, допустим, тех же самых скоростей для PCI-Express 3 и X4, но я вам скажу, диски подогреваются. Если, допустим, тот же самый процессор там не грелся как таковой, то есть памяти можно сюда натулить тоже 64 гига, двухканальная, все нормально, DDR4, то с дисками, я думаю, там, вот, а знаете, вот в чем проблема? Там диск без радиатора, и хотелось бы там видеть просто-напросто мелкий какой-то радиатор. Но это 3-е место, потому что это 4-е место, да что ж такое? А нет, это 3-е. Это все правильно, это 3-е, потому что на 2-м месте у меня идет уже, есть такой производитель, Gen Machine, и он предлагает за, вот, допустим, 16 на 512 за эту конфигурацию, за 193 бакса, он предлагает Ryzen 7 5700U, на секундочку, а если хотите подешевле, можно взять 4800H, и 5700U Ryzen 7 за такие бабки, это уже, блин, интересно. При этом 16 на 512. 16 на терабайт и плюс купончик докинуть тоже можно. И будет, блин, вообще классно. Если хотите сэкономить, можете брать без памяти, без ничего. И вы, в принципе, даже влезете в безналоговый какой-то момент, если вы, допустим, живете в Украине. Да, у нас порог 150 евро, и как раз 150 долларов влазит туда чудесно. Смотрите, 8 ядер, 16 потоков, до 4,4 ГГц, ну TDP 15 Вт заявляют. Теперь дальше, смотрите, 3 дисплея, Wi-Fi 6 до 64 гигабайта и достаточно нормальный набор, опять же, тех же портов. То есть вы здесь, кстати, можете четко его коррелировать с Game Machine, который был на Ryzen 5 4500. Это практически тот же самый корпус, поэтому
очень нетрудно их, скажем так, спутать. Но неплох, очень неплох мини-ПК. Поиграть можно уже, так знаете, так нормально и в КС-очку погонять на каких-то средне-низких настроечках. Но это, в принципе, опять же, не тот вариант для игр. Опять же, расстроило меня то, что нет мультипортовости для суперпрофессионального использования трейдинга и тому подобных моментов мониторинговых сетей. И разных, ну, разные есть задачи для мультипортовых мини-ПК. Вот, честно говоря, не хватает. Но цена, ребят, за такую цену действительно 16 на 512 там, до $200 взять на Ryzen 7, на секундочку, на 7 Ryzen. Это прям вот хорошая цена и прям хороший мини-ПК. Мультимедиа 4К он тянет, 4К ютубчик даже тянет. Он тянет спокойно все соцсети, он тянет спокойно работу с офисом, с видеоконференц-связью. Отлично, для программирования подходит, для работы с графикой. Тут же немаловажный аспект. Если, допустим, на Intel N97 серии, там Intel N100 серии, там с графикой поработать такое себе приключение, то здесь уже надо, скажем так, задумываться. Но у нас на первом месте, я вам объясню, будет небольшое разделение. И это связано, у нас есть, как собирается топ. Лисичка сидит, там отзывы собирает, мониторит, какие-то опросы делает на различных форумах, да, там вот там бывает там на форуме сидите, там выскакивают, ребята, что бы вы взяли, то и то. Знаете, там лисички аккаунтов 30 или 40, наверное, там сидит, короче, шлепает. Потому что нам-то интересно реальные отзывы, но есть на первом месте у нас представитель и Intel, и AMD, потому что я не хочу холивара, во-первых, а во-вторых, есть у нас приверженцы ультрабюджета, а есть приверженцы продуктивности. Так вот, у нас есть два ПК, Firebat T8 Pro, и тут сейчас многие скажут, что я прав 100%. И есть у нас TextHu он называется, и тут вот они предлагают просто бескомпромиссные варианты, когда, например, Ryzen 7 5800, да, там H, а здесь был 5700U, да, можно взять за $201, но без памяти и SSD. Объясню, в чем фишка. С купоном он будет все равно дешевле $200, если вот возьмете мой купон. И это уже совсем другая вещь. 2 лана по 2,5 гигабита. Ryzen 7, при этом это Ryzen 7, блин, нормальный. Можно, в принципе, заморочиться и взять, допустим, там Ryzen 7 4800, это будет дешевле $150. Даже с памятью 16 на 512, а можно даже 32 на 1 терабайт брать, если у вас деньги есть, да, но 16 на 512 можно взять за $192. И там уже пошло 3.2 HDMI, 1 DisplayPort, у нас есть 2 LAN RJ45 по 2,5 гигабита. Это уже такое профессиональное использование, при этом под любой кошелек. Вот смотрите, смотрим, Ryzen 5 5400. В максималке его можно взять за $162. Ryzen 7 4800H. Ryzen 7 6800, ну тут уже, извините меня, блин, другая идеология, другая цена, но это уже интересный проект. Ryzen 5 6600H, да, тут вообще такой интересный момент, можно взять его там, он тоже дороже, но можно выбрать под свой бюджет здесь конкретный комп, да, там, я бы вот останавливался Ryzen 7 6800, брал бы, да, переплатил бы, либо брал бы, допустим, там, no RAM, no SSD, там, какой-нибудь Ryzen 5 6600, либо Ryzen 7 5800. То есть это вот интересная конфигурация. И тут уже действительно можно разогнаться. Как мы видим, вот здесь даже они расписали, какие частоты для какого из процессов подходят. Да, там, грубо говоря, вы можете себе выбрать от 4 в турбобусте до 4.7 в турбобусте. С Radeon Graphics, тут даже есть Radeon Vega 8, Renoir, да, там есть Radeon 660M на Ryzen 5 6600U. Можете пойти и посмотреть. Очень классный набор мини-ПК они выпускают с классными конфигурациями, при том, что до 64 гигабайта спокойно догоняется многоканальная память, да, и вот, ну, я бы еще Wi-Fi-чик менял бы, но там проблема с AMD, с Ryzen, там подобрать нормальный адаптер, хотя можно заморочиться и сделать Wi-Fi 6. Есть сейчас на Realtek, Qualcomm, там даже Wi-Fi 7 есть, но не знаю, как Qualcomm, не пробовал с Ryzen на мини-ПК. Тут дальше у нас есть первое место, еще одно первое место, я вам объясню бескомпромиссность этого мини-ПК. Потому что за $104 вы получаете готовый комп, а с готовой конфигурацией, там 16 на 512 на Intel N100 ультраэнергосберегающим. Тут я вам сейчас объясню еще кое-какую вещь. Дело в том, что сейчас это у нас
Firebat T8 Pro. Дело в том, что есть Pro, а есть плюс. Но давайте я на плюс найду. Ну, сейчас мы, наверное, закинем именно плюс найдем. Объясню, в чем разница. Firebat Plus, он стоит там 114, пускай, баксов. Ну, сейчас посмотрим. Это конкретный плюс. Опять пишут про плюс. Узнавайте у продавца. Дело в том, что он идет на DDR5 памяти. И я когда делал обзор, он у меня был, я покупал вот конкретно у первого продавца, у меня был, пришел на DDR5 памяти. И в паре с N100 процессором ультра, скажем так, энергосберегающий, это все классно. И он просто работает. Он хватает для работы, например, там в джиме, да, для работы, например, в таблицах, в Word, для работы с соцсетями, для просмотра YouTube, для просмотра фильмов каких-то, для, допустим, каких-то развлечений, там, карточных игр, казуальных, либо каких-то старых игр. Спокойно вы можете на нем играть. При этом очень классный, компактный форм-фактор и, конечно же, цена. То есть за $100 взять мини-ПК готового решения с 16 на 512, да, здесь вы увидите SATA диск, а не NVMe диск, но это готовое решение за $104. Я делал на него обзор. Пойдите, пожалуйста, посмотрите. Очень неплох мини-ПК, и он у меня в топе держится. И если почитать, допустим, комментарии к топам предыдущим, которые у меня были, то вы можете сейчас посмотреть. Да, у нас тут, видите, у нас первым местом согласен на все 100. И там огромное количество разных моментов люди угадывают, говорят про то, что в этих фаербатах действительно вот за $100 это классный вариант. Я свой топ сказал, ссылки в описании под видео. С вами был Бадов на канале Технозон. Пока.